Если в самом начале, сразу после вторжения в Украину, российские власти рассказывали, что цель этого вторжения – денацификация и борьба с фашизмом, то теперь никто уже ничего не скрывает и все говорят прямо, что настоящая цель этой войны – это банальный захват территорий. К примеру, Владимир Путин, выступая на днях, сравнил себя с царем Петром I. Он заявил, что Петр I возвращал России территории, укреплял Россию, и Путин теперь якобы продолжает его дело. Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, там воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал и укреплял. Вот что делал. Вот. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. Если раньше Путин утверждал, что истинная цель вторжения – это якобы защита людей, борьба с фашизмом, если раньше он врал, что не собирается возрождать Российскую империю, не собирается оккупировать Украину, то теперь, как видим, риторика кардинально поменялась, и Путин уже откровенно говорит, что его цель – возвращать территории, которые когда-то в состав Российской империи входили. То есть это все не ради каких-то людей, на мнение людей в данном случае Путину абсолютно плевать, а просто из-за больных амбиций, очевидно, не совсем психически здорового российского лидера. Потому что когда Путин ставит в пример Петра I, он не уточняет, что Петр I как бы жил в 17 веке, а сейчас уже, на секундочку, не 17 век, а 21. И в 21 веке жить по нормам и правилам 17 века – это несколько неадекватно. К тому же, если уж Путину так хочется привести в пример какого-то собирателя земель, то есть примеры и посвежее, чем Петр I. Например, Адольф Гитлер, который жил и занимался собиранием земель менее 100 лет назад. Его пример относительно свеж, и мы прекрасно помним, чем это все закончилось. Он тоже очень любил расширять земли, возвращать исконные территории, завоевывать жизненное пространство. При этом, в отличие от Германии, у РФ земли невероятно много. Больше всех в мире. С жизненным пространством вообще нет никаких проблем. Наоборот, эта территория не обжита, не устроена и не заселена. Огромное количество сельскохозяйственных земель вообще заброшены. Целые регионы вымирают или живут в страшной нищете. Казалось бы, работы, непочатый край. Можно развивать Россию, навести порядок у себя, а уже потом там смотреть в сторону каких-то соседних государств. Но нет. Россия довела до разрухи сначала свои территории, а теперь претендует еще и на чужие, чтобы разруха была еще и там. Но это просто какое-то сумасшествие. Безумные заявления Путина означают только одно, что он просто утратил связь с реальностью и ментально застрял в 17 веке. А это означает, что страны, которые живут по соседству с РФ, больше не могут чувствовать себя в безопасности. Они живут по соседству с государством, которым управляет сумасшедший человек. Сегодня они атаковали Украину, но уже понятно, что с таким подходом они Украиной не ограничатся. Завтра они будут атаковать Казахстан, потом страны Балтии, потому что на том основании, что когда-то 350 лет назад что-то подобное делал Петр I. Вот такая у них сегодня логика. То есть все, что врали нам все последние годы российские пропагандисты, там про фашизм в Украине, про какие-то биолаборатории и прочую вот эту бредятину, это все был просто предлог, просто вранье, совершенно откровенное, в которое никто не верил, белый шум, которым прикрывали истинные цели. А истинные цели – это завоевание соседних государств, это расширение жизненного пространства, все как у Третьего рейха. Ничего нового. Друзья, поделитесь этой информацией. Такая правда должна обязательно доходить до людей, распространяться как можно шире. И подписывайтесь на канал. Это очень важно, потому что здесь звучит правда о том, что происходит в Украине.